На протяжении тысяч лет миллионы христиан и евреев верили, что Ветхий Завет был создан по Божьему вдохновению, но в середине XIX века историки и теологи начали выдвигать гипотезы, ставящие под вопрос традиционные представления о его авторстве. В этом видео мы рассмотрим ключевые моменты спора о происхождении Ветхого Завета и те выводы, к которым пришли теологи и ученые. Относительно вопроса о том, кто написал Ветхий Завет, существует как минимум три точки зрения. Во-первых, традиционная христианская и иудейская, которые утверждают, что первые 5 книг Тору написал Моисей по вдохновению от Бога. Во-вторых, современные историки и библеисты считают, тексты создавались разными людьми постепенно из устных и письменных источников, без единого замысла. И в-третьих, то, что само Писание говорит о себе. В отличие от традиционного представления, оно почти нигде прямо не утверждает, что Моисей – автор всей Торы. В нем описываются события его жизни от третьего лица, включая и его смерть. То, что в Ветхом Завете не указано авторство, является характерным для большинства религиозных книг того времени. Ядро рассказа об Аврааме, Иакове и Иосифе могло существовать задолго до письменной записи, устной традиции. Моисей мог записать значительную часть этих повествований по Божьему повелению, положив начало письменной Торе. В какой-то момент эти предания начали записывать и обрабатывать, придав им литературный стиль, который критики называют яхвистским или элохистским. Толчком к записи могло стать появление алфавита. Первой в мире алфавитной системой считается протосинайская письменность, из которой позже также развилось финикийское и греческое письмо. Именно его простота впервые позволила широко фиксировать устные традиции, включая религиозные тексты, и уже в X-IX веках до нашей эры в условиях установления Израильского царства и Иерусалимского храма начинается поэтапная запись древних рассказов, законов и родословий, которые позже вошли в состав Торы. Ранее сторонники научной критики утверждали, что еврейский народ тогда стоял на низкой ступени развития и поэтому не мог понимать и даже читать подобные книги. Но археология показала, что письменность тогда была широко распространена. Даже во времена Авраама и Иосифа окружающие цивилизации, такие как шумеры, вавилоняне и египтяне, считали, что их культура уходит корнями в долгий период письменной культуры. Более того, Тора изначально предназначалась скорее для священников, тогда как вся община усваивала ее содержание преимущественно через устную традицию, зачастую запоминая ключевые тексты наизусть. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Почему тогда Моисея считали автором Торы? Внутри текста встречаются фрагменты, где Моисей что-то записывает, и именно эти места стали основой для традиционного утверждения, что он автор всей Торы, Исход 24:4, и написал Моисей все слова Господни. А также числа 33:2, Второзаконие 31:9. Эти места говорят о частичном записывании, но нигде прямо не сказано «Моисей написал всю Тору». В иудейской традиции Талмуде было написано, что Моисей написал всю Тору, кроме последних 8 стихов о своей смерти. Христианская традиция унаследовала это мнение. Еврейские средневековые комментаторы заметили и другие проблемы. Испанский раввин XII века Авраам ибн Эзра писал, что Моисей не мог написать следующие фразы за Иорданом, Второзаконие 1:1, потому что никогда не переходил реку Иордан. Автор Второзакония, не Моисей, утверждает, что в его книгу включен закон, которому Моисей научил Израиль, а затем записал. Это не утверждение о том, что Моисей написал Второзаконие, а лишь о том, что большая часть Второзакония исходит из свитка, который написал Моисей. Автором не мог быть также Иисус Навин или кто-либо другой, живший в то время, исходя из Второзакония 34:10. С тех пор не было у Израиля пророка, подобного Моисею, которого Господь знал лицом к лицу. Эта оценка имеет смысл, только если ее дает тот, кто живет намного позже Моисея. Поэтому теологи считают, что автором Торы был Бог, который использовал своих пророков через божественное вдохновение для передачи откровения. Например, в Исход 17:14 он говорит: «И сказал Господь Моисею, запиши это для памяти в книгу». Или Исайя 38: «Теперь иди, напиши это на доске у них перед глазами и начерти в книге». И другие места в Писании. В XIX веке ученые, анализируя Ветхий Завет, выдвинули гипотезу о том, что он был создан из 4 различных текстов, позднее собранных в один. Например, яхвистский источник названный так потому, что он часто использует имя Яхве для обозначения Бога. Эта гипотеза не доказана. Об изменении имени Бога с Элохим знали и ранее, в частности Жан Кальвин. Для него это не являлось ни противоречием, ни указанием на отдельное авторство. Разные имена – это разные аспекты одного и того же Бога, а не указания на разных авторов. Так само еще одно имя Бога Саваоф означает «Господь воинств» и подчеркивает Бога как повелителя армий и судью народов. Таким образом, разные имена Бога, стиль письма и другие отличия не обязательно указывают на разные источники и возможный конфликт между их авторами. Критики также демонстрируют недостаточное знание Священного Писания.
Они считают, что в Бытии 7 описаны две разные версии истории потопа, потому что упоминается разное количество животных. Однако с точки зрения Писания это не противоречие. Число 7 Библии часто символизирует полноту и совершенство, а не конкретное число. Научная критика, как и традиция, не отрицает, что Ветхий Завет содержит информацию намного более древнюю, чем время ее включения в письменное произведение. Например, библейское «око за око» и «зуб за зуб» нашли в аккадских сборниках законов, таких как Кодекс Хаммурапи, который был высечен в камне за столетия до рождения Моисея. Завет между Богом и Израилем произведен в форме, которая на момент написания Торы не использовалась в течение столетий. Неясно, как авторы могли получить такие точные знания об устаревшей литературной форме, или какова могла бы быть их мотивация при ее использовании. Таким образом, называемые источники Яхвист, Лехист и другие могли возникнуть не как отдельные книги, а как этапы редактирования и упорядочения существующих древних текстов. Это редактирование не означало выдумку или фальсификацию, а напротив, было попыткой сохранить, систематизировать и сделать доступным то, что уже считалось священным. Таким образом, в текст Ветхого Завета были добавлены другие книги, в том числе царств и малых пророков. Процесс канонизации этих книг был постепенным и завершился примерно к I веку нашей эры, хотя основной корпус священных текстов был сформирован значительно раньше. Работу над текстами вели священники и книжники, связанные с Иерусалимским храмом, домом Бога, построенным царем Соломоном. Они были уполномоченными хранителями откровения, имевшими право обрабатывать и передавать священный текст от имени Бога. Их полномочия проистекали из принадлежности к священническому еврейскому роду левитов, установленному Богом через Моисея. Они отличались от обычных людей тем, что прошли сложную процедуру очищения от греха, что подтверждало для Бога их духовную чистоту и право служить в его храме. Божественное происхождение священства подтверждается тем, что они выполняли Божье обещание спасти человечество от греха, подготавливая приход Мессии. Критики считают, что вавилонское пленение стало катастрофой и поворотным моментом, когда еврейская элита в изгнании начала собирать и редактировать сохранившиеся разрозненные священные тексты, создавая то, что впоследствии станет пятикнижием. Однако, если бы священники действительно воспринимали пленение лишь как политическую трагедию, то в самом Ветхом Завете оно не изображалось бы как наказание от Бога. Пророки не говорили бы о подчинении Вавилону, а призывали бы к сопротивлению. Но мы видим противоположное. Вавилон представлен как орудие в руках Бога, а изгнание как средство очищения. Пока существовал Иерусалимский храм, жертвоприношениями, священством и Божьим присутствием, Ветхий Завет не был главным центром религиозной жизни. Центром был сам храм, где Бог обитал среди своего народа. Но после ухода Божьего присутствия и разрушения храма Римом, именно Писание стало новой святыней, а его редактирование невозможным. Тора заменила храм. Оставляйте комментарии, делитесь своим мнением и предлагайте идеи для улучшения контента.